Здравствуйте, всем привет! Я просто только сейчас рассказывала минуты 2. Я вернулась домой, уже поставила вариться картофель. Это нам потом поесть, а себе делаю окрошку. У меня Алена не ест окрошку, поэтому я и решила картофель. Берем одну картофелину, нужно размять, чтобы было пюре. Стою, рассказываю вам про погоду ужасную. 12 градусов, но буквально полчаса назад у нас пролетал снег. Снег прям, хлопушки такие красивые. Напишите, кстати, откуда вы нас смотрите. Можете не писать, кстати, откуда. Просто напишите, какая погода у вас. Так, будем готовить окрошку. Не тот, конечно, я выбрала день. Для нее вообще не тот, холодно. Окрошку обычно хочется в жару, но мне почему-то... Я так давно не ела окрошку. Я что-то вчера лежала, главное, думала, что я хочу окрошку и бутерброды с селедкой. Не знаю, как они там встретились на одном берегу. Ну, в общем, я сварила вчера картофеля. Сейчас быстренько сделаю. Я вообще хотела попробовать, если честно, готовят с вареной колбасой и ее еще отваривают. Вот я хочу попробовать взять кусочек, отварить. Будет ли разница? Типа так вкусней. Вот. Все быстренько почищу. Мы сегодня с Аленой вернулись. Алена поучилась. Ну, сделала вид, что получилось. Ладно, не училась она. Один урок они там прогуляли. Не к первому уроку. Ну, короче, такая. Такая себе. У них была сегодня учеба для галочки, в общем. Зато получила новые учебники. Все. Официально 9-классница, можно сказать. Да, потому что завтра тоже в школу. Вы слышите, да, она говорит? А завтра скажет опять в школу. Так, мне нужно сюда огурчик. Я сейчас поставлю варить колбаску. О, кстати, вот она, Алена тоже мнет. Она купила, покажи. Что? Ну, что ты там мнешь? А я цветочек сделала. Он, кстати, подсох. Смотри, какой красивый. Красиво. Они просто, и когда долго мнешь, она уже воздух, она... Ну, водичка замочить. А, да? Да. Ну, я не знала. Блин, так падает. Что с телефоном? Ладно, все. Алло. Ну, ты прям в камеру зачем? Ну, так же не видно. Я сделала окрошку целую. Чашка большая у меня получилась. У меня, к сожалению, нет редиски. Но ничего страшного. Я решила вот так вот откладывать себе и заливать квасом. Потому что так будет экономнее. Он не испортится. Этот салат дольше простоит, если его ничем не заправлять. Спасибо тебе, добрая камера, что ты меня не распознала. Осталось только квас открыть, чтобы он не запенился. Он любит пениться. Так что Алена уже покушала, меня не дождалась. Всем приятного. Сама сказала, Да я же ничего не говорю. Всем приятного аппетита. Будем кушать окрошку в столь холодный день. Красиво лежит, хвостиком виляет. Да здравствуйте. Что ты идешь? На подзарядку? Ты что, на подзарядку пришла? Там кто-то лапки свои моет. Что-то лапки свои моет. Пушка что-то взялась спать опять на компьютере, даже днем. Аленка тыкала. Вот такой вот он засох. Красивенький. Сейчас такой интересный комментарий мне написали. Прямо аж поэму. Кому интересно, вчерашний влог. Ну, конечно, если его человек сам не удалит. Мне, если честно, на такие комментарии абсолютно пофигу. Я не знаю, там пишут: ой, это не ваше, у вас там 21 просмотр. И что? И что? Пусть там будет 1 просмотр, который я посмотрю. Хотя я не смотрю. О, вот она, сучка, кошка. Ты опять начала? Блин, сейчас, да, расскажу. Что за кошка такая? У меня, короче, вот эти цветочки. Мне что-то с камерой беда. Я рассказываю, она выключается. Такие цветочки у меня. У меня кошка спит на ноутбуке, ничего с ней не могу сделать. И она часто царапала. Я поменяла квадратик, он бросается в глаза. Я взяла, заклеила цветочками. И вот результаты этих цветочков. Кстати, если у вас какие-то косяки на стене надо скрыть. Ну вот.
неплохой результат. Я хотела, кстати, с той стороны тоже сделать. Думаю, прикольно было бы, они друг к дружке так бы летели. Их можно самим располагать, как хотите. Они идут вот эти все отдельно. Можно их и туда, чтобы их дуло, и сюда, чтобы они дули. Ну, главное, чтобы прикольненько расположить. Вот. Что вот это? Чем потом мне заделывать эти дыры? Рассказываю по поводу комментаторов. Ладно. Типа, что мне не пишут комментарии, у меня мало просмотров. И что? Я не считаю себя каким-то великим блогером. Я нигде этого не говорила. Мы вообще этот канал начали изначально снимать, чтобы у нас были воспоминания с детьми. Очень классно хранится. Я никого не заставляю смотреть. Абсолютно. Кто пишет, спасибо большое. Даже такие комментарии пусть пишут. Меня вообще не трогает. Ой, нам нужно быть интересным, нужно родиться блогером. Я забыла, про что я говорила. У меня закончилась память. В общем, я не считаю, что блогерству нужно учиться. На каждого человека найдется свой зритель, который его поддержит, он ему будет просто нравиться, человек. Я смотрю сама блогеров, не смотрю там супер каких-то, ладно, супер популярных, я тоже смотрю Масленникова, смотрю, у него прикольные шоу. Но я смотрю и обычных людей. Мне нравятся, которые в другой стране живут, но просто они показывают свою жизнь обычную. Ты садишься что-то делать, включаешь их на задний фон, все, там не должно быть какого-то экшена, что-то они суперинтересное там рассказывают. Если бы у меня был какой-то политический, там, либо какой-то научный, я не знаю, исторический влог, я еще понимаю, я бы сидела, тут вам бы и шпарила. По истории что-то, по политике что-то бы заясняла, хотя сейчас это очень опасная тема. Обычный семейный влог. Чем обычно люди занимаются. Вот у меня, например, одеяло, я его сняла 2 дня назад. Оно лежит. И лежит. Я его забываю убирать. Оно мне не мешается. Оно высохло и лежит. Я его свернула. Его надо лезть в шкаф и убрать на самый верх. А мне лень. Потому что я пришла с работы, и мне лень. Вот, я сделала окрошку, супер вкусную, кстати, если вот делать именно, не знаю, мне просто нравится, может кто-то, я сегодня попробовала дополнительный усилитель вкуса, девочка какая-то снимала рецепт и говорила, или девушка, ну, в смысле женщина, я не помню кто, снимала и говорила, что мы на окрошку варим вареную колбасу. Я сегодня попробовала, прикольно. Интереснее вкус, да. Я люблю, чтобы была одна картофелина, ее нужно растолоть, чтобы вот эта вот гуща более такая была насыщенная. Кто-то любит вообще только на кефире. Вот так люди делятся своими всякими этими и рецептиками, все пробуешь. Так что, люди, если вы хотите снимать, не слушайте никого. Снимайте, что вы хотите, как вы хотите. На камеру, которая плохо видно, она там вся рябит, потом будет лучше. У меня просто за таких комментаторов есть люди, которые реально реагируют очень жестко на это. Допустим, мама моя, она снимает сад, огород, там всякие вот эти огородные дела, про рассаду, все. Вот. И на такие комментарии, вот она меня посмотрит, будет ругать, на такие комментарии она очень реагирует. Ей прям, блин, вот как так? Я там... Это вот советское воспитание, когда там все должно быть идеально убрано. Если ты начинаешь что-то делать, не дай бог, кто-то увидит, что у тебя соринка на столе лежит. Блин, она у всех лежит, эта соринка. Мы привыкли Инстаграму к этому, который все вылизано, все не настоящее. Люди настолько привыкли, что им показывают именно все красивое, все такое, что они все такие умные, все они такие начитанные, они прошли миллион курсов. Я тоже прошла курс, только толку от него потраченные деньги. Вот сейчас он мне, ну по сути, он мне ничего не дал. Потеря времени, я отучилась, получила
на секундочку. Даже он был с дипломом. Представляете, у меня есть красный диплом. Я показывала в прошлый год, я закончила. Вот, суть-то не в этом. Суть в том, что все должны жить так, как им хочется. И не думать. Мне вот бабулька сегодня попалась. Она мне давно, правда, попалась. Мне просто сегодня опять это видео. Это знаете, как если телефон разблокирован, и вы что-то говорите, о чем-то разговариваете, то это вам попадется в соцсетях. 100% проверьте. Это вот работает считывание, вот не знаю, как оно работает. И бабулька говорит, всем на вас наплевать, на вашу жизнь. Вы ее живете один раз. Живите так, как хотите. Я в свои 37, слава богу, могу себе позволить снимать. Мне не стыдно себя снимать. Вот такую не накрашенную. Кстати, покраситься надо. Я вчера с краской разбиралась. Не уложенные волосы у меня. Вот такие вот. Иногда я красивая. Вот у нас погода. Все, закрыли эту тему. Можете, кстати, поделиться своим мнением по этому поводу. Что вы думаете? Очень интересно. Вот. Я вчера написала, попросила написать нам положительных комментариев сегодня. Получила. На улице ветрища, холодища. Походу в Сибирь лето вообще не придет. 28 мая. Просто дубак. Куртку, шапку можно вообще. Я обогреватель немножко выключила, чтобы он немножко отдохнул. Так что вот такие вот дела. Варварка у отца до сих пор. Завтра приедет. Я с ней созванивалась. У нас завтра отчетный концерт. Плохо, что на концерте нельзя снять, вот прям как она поет. Можно, в смысле снять-то можно. Только YouTube тебя забанит за музыку, за авторские права. Он будет качать свои авторские права, потому что они песни поют, которые не собственного сочинения, естественно. Учитель находит там интересненькие песенки. Они разучивают и поют их. Так. Слышите? Храпит. А у нас отличные новости. Нас дали горячую воду. Я еще пошла такая, руки мою. А у меня привычка открывать на горячую. Ну, это херовая привычка, когда нет горячей, конечно. Счетчик-то мотает горячий. Но, да ладно. Получается, месяц май мы сидим 2,5 недели без горячей воды. Но заплатим, скорее всего, за нее также. Вот. Я пошла руки мыть. И чувствую, что вода-то тепленькая идет. Думаю, какая радость. Сейчас пойду быстренько вымою посуду. И надо собираться спать. Включила какой-то фильм. Сама занимаюсь монтажом, сижу. Короче, идея гениальная. Сработает прям. Будет очень круто. Но буду рассказывать только если сработает. Чтобы не было. Не то чтобы с глаза я боюсь, просто зачем говорить, если это не сработает. Вот. Аленка там в комнате у себя тусуется. Надо ложиться спать завтра, наверное, на работу. Если честно, хочется прям... Да не хочется отдыхать, не знаю. Хочется нормальной погоды, чтобы на улицу можно было выйти. Мне не спать, ничего такого не хочется. Я сегодня удивительно. Я сегодня сама проснулась без 27. Еще такая думаю, блин, еще целый час до будильника. Думаю, что я проснулась? А такое солнце светило, шикарное. Оно, наверное, часов... Не знаю, до 10, наверное, точно было солнце хорошее. А потом пошел снег. Он такой пролетал, он не шел. Говорят, ночью у нас сегодня минус был. Капец, 28, да, сегодня 28 мая. Погода. Лето где-то заблудилась. А мне дочь приходила, сейчас читала новости, говорит, мама, пишут, что в этом году будет аномально жаркое лето. Я говорю, ну лето-то еще в принципе-то не наступило.
У нас в Сибири перепады, допустим, зимой до 25 градусов за сутки вообще как нечего делать. Почему и летом такого не может быть? Ой, нам еще 1 июня выступать. Не на площади, у нас здесь парк детский. Там всякие аттракционы, всякая фигня. Ну, такой, знаете, для нашего города вот прям не парк, а вот как будто в деревню вот куда-то. Представьте, приехали, а там есть парк аттракционов. Вот он практически такой же у нас. Если получится, я, конечно, поснимаю. Вот. Варюха будет петь и танцевать. Я очень надеюсь, что будет тепло. Прям потому, что последнее наше выступление, вот это, когда Дубак, они голышом скакали по сцене, это вообще была жесть. Ладно, не буду болтать, я сегодня и так наболталась, так что увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Напишите мне хорошие комментарии. Поставьте лайк видео. Я боюсь уже это говорить. Ну да ладно. Всем пока-пока.